Я бросаю учебу, но могу объяснить. Это Оливия, и она обожает роботостроение. К сожалению, в универе приходится делать что угодно, но не то, чем мы так горели с самого детства. А ведь надо приводить в порядок наш новый старый дом, да и тусоваться молодой Оливии очень хочется. А роботов можно без диплома строить. В общем, это то время, когда мы можем дорваться наконец до всего того, чего у нас не было в сложном детстве. И я думаю, что мы не будем продлять нашу учебу в универе. Первый курс у нас, по идее, сейчас закончится. Мы будем отличницей. Но меня интересуют другие курсы. И нет, это не курсы глубокого минета. Нас интересуют курсы бармена. Потому что, у нас есть на них деньги. Так что на первое занятие мы запишемся уже сейчас. Да и прикольно показать вам секретный диплом. А то все только в шортах и в шортах. Да, есть секретный диплом бармена, который даст Оливии некоторые бонусы. Вы увидите позже. Главное, что мы получаем навык смешивания напитков. И теперь на тусовке мы не те, кто ее организовывает или пьет. Мы теперь тот, кто может делать напитки. Это, в принципе, же неплохая подработка, да? Точнее, как подработка. Здесь 5 баллов за все, за каждый предмет. Но мы не будем продолжать, нет. Как было сказано, мы потеряем все стипендии, если прервем обучение, но это не страшно. Да, у нас будет небольшая подработка бармена, которая здесь на самом деле дает деньги. То есть мы стартуем с какого? 6-го уровня или вроде того, а это прям карьера, как понимаешь. И третье занятие за сегодня. После 9 курсы недоступны, но знаете, что доступно? Вечеринки! Поэтому, да, мы же будем проходить еще и жизненную цель душа компании, а значит, днем у нас учеба, а вечером практика. И как много стало мероприятий. Я что-то не замечал. Посмотри, какой список. Вау. Давай устроим черно-белую. Да, естественно, у нас дома, хотя, для задачи нужно посетить вечеринки в 5 разных местах. Ну да ладно, этим мы еще займемся. Давай разговаривать с людьми, ведь у нас все такое черно-белое. Надеюсь, они примут разбитый дом за декорации, а не то, что у нас нет денег на то, чтобы привести его в порядок. Вот камин... нет, вообще стало уютно с камином. Но, я боюсь пожара. У нас нет денег, чтобы все быстро чинить. Можно хвастаться наличием клумбы. О да, типичная подростковая вечеринка. Я такую картошку засадила, ты не представляешь. 40-летние подростки. Игра не подкидывает подходящие реплики. Мне нужно говорить про всякое черно-белое. И я могу все время этой вечеринки тупо потратить на поиск подходящей фразы. Пожалуйста, игра, подскажи мне, я не так умен, как тебе кажется. О, меня услышали. Недостаток газет — это обсуждение черно-белого. Барную стойку бы на самом деле сюда, учитывая, что мы немножечко отойдем в сторону бармена, было бы очень неплохим решением. Да и в целом, мы же дом будем переделывать. Эй, зачем хлопушкой в лицо? А это что за женский клуб у нас наверху? Я тоже хочу новые сплетни послушать. Я почти ничего не могу с ней делать. В чем дело? Нет, серьезно, почему даже вонючие облако мне предлагают, а вот что-то про черно-белое? Пожалуйста, просто... Это же тема этой вечеринки. Игра, окей, подкидывает обсуждение зебр, но мне кажется, после этой вечеринки будут немножечко слухи ходить о том, как мы зебр слишком сильно любим. Вот и этой девочке тоже расскажем про зебр. Черт возьми, я не понимаю, я роботами увлекаюсь или зоологией? Но чего не сделаешь за золото. Черт, одной основной целью только, нифига себе. А значит, можно завершить, и эта вечеринка прошла неплохо. Нам ведь нужно не забывать и про роботов. Надо куда-то поставить вот эту штуку, на которой нужно делать роботов. И эта комната пустая идеально вписывается. Так, тут паутина, что ли, мне мешает? Окей, мы избавимся от этого. Залатаем дыры в стенах и поставим небольшой светильник. Мне кажется, выглядит намного лучше. Теперь мы сможем хотя бы здесь работать, будет уютненько. Нам нужно создать робота-тусовщика. И черт, я забыл, как же это дорого. Да и времени требует. Ведь каждую микросхему и вот это все, их нужно создавать. По-моему, нельзя купить в магазине кучу всего сразу. Когда мы будем делать сервобота, а я очень хочу сделать сервобота за это поколение, так как никогда раньше не делал, да и логично. У Оливии, которая боится оставлять детей и внуков без родительской фигуры, есть бзик на то, что нужно хотя бы попытаться сделать замену. А вот еще паутина. Знаешь что, я сейчас пройдусь по дому, избавим его от всех этих признаков запустения. Ах, в жизни бы так просто, да? Предыдущий выпуск на Субэре выходил, когда я переезжал вот в этот дом, и сейчас я им занимаюсь. Он в порядке прям вообще. Он полностью готовый был для жизни, прям включая посуду. То есть я как в Симсе купил дом. Собственно, настолько как в Симсе, что у меня ванная есть в спальне. Как будто кто-то вытащил идею из этого видео. Так вот, могу сказать, что занятие домом — это
не так просто, как здесь показано, мягко говоря. Вообще в описании есть ссылка на разговорный канал, и я уже заканчиваю делать туда видос с ответами на ваши вопросы, рум-туром и так далее. А еще в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал Даши, очень советую подписаться, она постоянно показывает, что мы здесь вообще делаем и как живем. Ну и под эти разговоры, кажется, мы все подмели, все стены, последняя паутинка. Но все стены точно в порядке, я перепроверил, так что дом куда более уютный и подходящий теперь. Он будет меняться между выпусками, это нормально, не переживайте. А Оливия здесь прямо в этом черно-белом вечернем платье, прямо с вечеринки в роботов. Типичная Оливия. Черт, после вечеринки-то мы не убрали, а времени у нас остается как раз на это, поесть и снова курсы. Я постараюсь сегодня как можно больше пройти именно внутри этого 7 дня. Стоп, даже там еда, что? И подожди, у нас грядки есть. Вот. Никуда от этого Оливии не деться, видимо. С самого детства запрягают то мать, то дом. Наверное, от них избавимся. Я не знаю, я не очень вижу в этом смысл, честно говоря. Нам и быстренько поесть и на курсы. И меня немного пугает, как быстро мы продвигаемся. Ведь это сейчас было 4-е занятие, и 4 уровня этого навыка позади. Когда мы полностью навык освоим, мы не сможем ходить на курсы по этому навыку. То есть мы действительно рискуем слишком быстро прокачаться и не успеть получить диплом. Конечно, есть обходные пути, есть костыли, через которые диплом получить можно, но, конечно, хотелось бы так, за курсы. Надеюсь, все получится по плану. А то я ведь учебу бросил ради этого. Я последние деньги отдаю сейчас сюда. Если придется начинать карьеру бармена с нуля, отдав кучу денег за курсы перед этим, как же это тупо будет. Кажется, 6-е занятие позади. Мы прям очень быстро, кстати, продвигаемся. Сейчас будет 7-е, и, возможно, мы успеем 8-е до конца этого дня. Это значит, что уже завтра мы можем получить диплом и начать работать. Что? На школьный выпускной, кстати, не идем. У нас здесь работа на носу. Мы универ оставили. Какие там школьные друзья? О чем вы? Тем более, что... Подождите, наша школа была... дыра в стене, которую я пропустил. Наша школа была там, в Штатах. Этот особняк слишком британский. Погоди, труба? У нас дым из трубы идет. Подожди, это когда камин горит, у нас дым из трубы идет. Что? Я не представляю, как люди говорят, что 4-ка не проработанная, не глубокая игра. И да, я играл в 3-ку не только на стримах, хотя и на стримах это есть, как и Майнкрафт или прохождение 18+ с модами без цензуры. Там же есть прохождение мастерских ачивок, там же есть прохождение и обзор на всех сверхов и так далее. 1000 часов контента на Бусти и в спонсорке. Ссылки, разумеется, в описании, или вот на Бусти есть QR-код. Спонсорка и Бусти это одно и то же, в зависимости от того, где тебе удобнее и что у тебя работает. И мы успеваем на еще один курс. Слушай, как быстро мы вливаемся в профессию бармена. Все-таки это как свое, прям как родное. Оливия, вечеринки, напитки и коктейли. Не уверен, конечно, насколько стоило бросать учебу ради этого, но... Оливия уверена, что это единственный правильный способ. И знаешь, что круто? Нам очень сильно нравится робототехника. Это означает, что несмотря на то, что досуга ей не хватает, само занятие этими самыми роботами, как видишь по блестяшкам, повышает ей досуг. Прекрасно. Сбалансировано, как и должно быть. Но как же это все долго, конечно. И смертельно опасно. Вот о чем я забыл. Так, мы оставляем эту штуку здесь. Все, пора спать. Не, кстати, не спать. Пока мы такие безбашенные, нас ударило током. Живем один раз, поэтому нужно веселиться. На ближайшем пароме в Бельгию и тут же в бассейн. О да, Оливия умеет устраивать вечеринки. Только почему это не засчиталось? У нас также 2 мероприятия. Это абсолютно точно новое место. Я вообще впервые здесь, на этом лоте. Вы можете не узнать, но это район Виндебурга, который на юго-востоке находится. Погоди, у нас одинаковые купальники? Ну ладно, мы найдем себе новую подружку. Да, я ее не приглашал, но так это публичный бассейн, мы можем общаться с кем угодно. Никто нам не запретит. Это что такое? Изящно получилось, конечно, ничего не скажешь. Давайте с ней пообщаемся, а то, похоже, у нее какие-то странные наклонности. Кричать? Нет, поблагодарить за посещение. И вот так быстро мы снова получаем золото. Что? Окей. И это, кстати, первый раз, когда я вечеринку бассейна прошел на золото. И это считалось. Супер, это считалось посещением. Но косяк в том, что это не считается как устроенная вечеринка. Хотя это буквально называется вечеринка у бассейна. Почему? Вы же видели, у меня все было правильно, несмотря на состояние Оливии. Окей, нам нужна еще одна вечеринка. ОУЕ, спасибо большое, что подписались. Если видос нравится, можете даже лайк поставить, но только если нравится, естественно.
Ты не можешь звонить здесь? Почему? Что такое? Вода мешает? Так вот, да, нам нужна еще одна вечеринка. Нам не нужен сон. О, что за мадам? А, точно, мы сами играем за женского персонажа, нам нельзя кокетничать с женщинами. Поэтому жуткая вечеринка. Ну уж это-то должно засчитаться. Новую подружку тоже прихватим. Ну и раз уж мы в Виндебурге, давай просто переместимся в соседний бар. Вот этот мне нравится. Вырезать тыквенные головы, что, прости господи. И ты переоделась в это? Остальные в купальнике, остальные нормальные люди. Они просто перешли дорогу и теперь в баре. Наша мадам такая: нет, вечеринка, полное погружение. Ну что ж, видимо, в этом баре придется установить станок для вырезания тыквенных голов. Да, я знаю, полное погружение. Двоих должно хватить и всего лишь 2 головы, правильно? Злая классическая. О, кот, супер. Хотя выглядит все это довольно странно, должен сказать. Но прикольно. Не помню, я делал так или нет. И если что, это не я плохо справляюсь с Оливией. Я специально такой пломбоб подобрал под цвет тыквы. Хотя в 5:30 вырезать тыкву в баре в костюме смерти, окей, возможно, немного перебор. Но мы получили необходимое нам серебро, а значит, бум, часть задачи выполнена. Бросай тыкву. Мы даже можем посетить еще одну тусовку. Совершенно неважно, какой у нее будет рейтинг. Самое главное, чтобы она была в другом месте. Пока мы здесь, в Виндебурге, это объяснимо. Мы просто можем сходить в соседний бар, и часть жизненной цели позади. Осталась последняя ступень. Но нет, нам нужен дом Бричестер. На рассвете мы возвращаемся в костюме клоуна, но это не важно. У нас была очень бурная ночь. Есть мы не будем, нужно спать и к 9 часам двигать на курсы. А вы что думали, легко получить звание королевы вечеринок? И погодите, мы все еще подросток, у нас 2 дня осталось. То есть, получается, мы даже не сможем пойти на работу. С другой стороны, у нас будет день на вечеринке. Нам нужно их по задаче 10 или 15, там какое-то безумное количество. Ну и роботы, естественно. Робота-тусовщика хотелось бы сегодня сделать. Секретный диплом есть! Теперь на курсы можно немножко подзабить, привести себя в порядок. Но когда мы сможем пойти на работу, достигнем возраста, в который нас смогут взять, мы можем стартовать с 6-й ступени, подзаработать денег, потому что этого не хватит, чтобы приводить дом в порядок. Но, как я говорил, зато мы можем тусить в ближайшие 2 дня. И да, здесь нужно 15 мероприятий посетить. С другой стороны, посетить значит просто прийти и уйти. Ровно как и устроить. Это тоже 10 раз начать. Вот и мама звонит такая: а ты чё там, как твоя учеба? И мы такие: мы в душе, извини, я не могу прямо сейчас говорить. Мы просто покажем ей результат, когда у нас будут деньги и дом получше. Потому что, насколько я знаю, она даже не в курсе, что на деньги, которые нам дали, мы купили дом себе под реновацию. Просто быстренько расскажем ей, что у нас все хорошо. Да, мам, надо бежать. Грядки не ждут. Помнишь, как ты учила меня полоть грядки? И Маша такая: чего? Какие грядки? Где? Ты же учишься. А, мам, потом поговорим. Я пойду. Кстати, полюбуйтесь. Вот он, секретный диплом. Его эффект вы наглядно позже увидите. Сейчас давай устраивать вечеринки. У нас разнос. Учеба даже на курсах закончена. Универа нет. Девочки, празднуем. Да, нам нужно опустошить бочонок. Это самое, кажется, легкое мероприятие, на котором можно получить золото. И знаешь, в качестве награды у нас есть золотой бочонок. Мы, как легенда студенческих вечеринок, получили его просто так. Открываем бочонок с соком. Короче, почему это проще всего? Нам всего лишь нужно опустошить бочонок. По сути, мы можем наполовину его опустошить до вечеринки быстренько. А потом, просто когда люди пришли, наполняешь стаканы соком, и все, бочонок опустошен. Золото получено. Идеально легкий праздник. Но нам он подходит по другой причине. Помните, мы в Виндебург переправлялись, познакомились там с женщиной. Нужно показать ей, кто мы есть. Почему мы легенда вечеринок. Да, хотя, с другой стороны, она, я думаю, догадывается, так как мы, по сути, познакомились с ней, когда на рассвете пригнали в бассейне тусить. Ну, неважно. Главное, что внезапно у нас есть золото. Трунь и... Да, я же говорю, это самая простая вечеринка. И смотри, у нас осталась, да, еще часть. И я хотел сказать, что сейчас мы устроим вечеринку и моментально пройдем ее на золото, но золото этой вечеринки почему-то не засчиталось, хотя посещение и устроение было. Это совершенно внезапно. Ну ладно, видимо, золото будем получать на других вечеринках. Сейчас, извините за такое количество слова вечеринка, но вы понимаете, это Оливия и это такой выпуск. Так вот, сейчас этим же людям говорим, что не расходимся, мы продолжаем вечеринку, просто другую. Интересно, сработает ли оно сейчас так быстро? Я наполняю стаканы соком из уже почти пустого бочонка. Путь к золоту! Это можно заканчивать. И да, у нас действительно не считаются эти вечеринки как пройденные на золото.
Я теперь должен искать что-то, что подходит, что ли? Вот это внезапный квест сегодня. Хотя оно ведь так и называется. Вечеринка соков. Окей, что у нас еще есть про вечеринки? Черно-белая. Надеюсь, это сработает. Погодите, а белый купальник считается костюмом на черно-белую вечеринку? Потому что остальные подготовились... Стоп, а к чему вы готовились? Вы почему все в купальниках? Я не ту вечеринку устроил. Ладно, неважно. Если ранее меньше одежды, так даже лучше. Отличная репутация. Это тоже неплохо. В конце концов, мы практически городская легенда по тому, какие вечеринки и как часто мы устраиваем. Как понимаешь, люди знают Оливию. Еще бы самому знать, где найти какие-то фразочки про черно-белое. Ну, пожалуйста. Я реально не могу их найти, поэтому так долго занимает продвижение по празднику. Ну что ж, видимо, будем шутить про пингвинов. Просто 24/7, потому что это единственное действие, которое я могу прогнозируемо найти. И оно же подходит под обсуждение черно-белых вещей. Так что готовьтесь. Надеюсь, оно стоило того. О, зачиталось? Ну что ж, готовьтесь слушать анекдоты про пингвины. Давайте я хоть один найду, чтобы вы тоже погрузились в атмосферу выпуска. Хорошее уточнение, что анекдоты должны быть смешные. Давай. Настоящий еврей и пингвину в Антарктиде снег продаст. Уф, я тоже. Это что, реклама вибраторов в Нацубери? Еще и название такое, Везунчик Джон. Нет, давайте в вечеринки. Почему я постоянно нажимаю на бизнес, когда хочу вечеринки устроить? И знаешь что? Давай попробуем эту схему с тем, что я устраиваю вечеринку, заканчиваю вечеринку. Это считается как часть жизненной цели. Поэтому мы немножко займемся вот этим. Я не хочу реально 15 вечеринок сейчас проходить. Самое смешное, вот мы приглашаем людей, они приходят, я заканчиваю вечеринку, они тут же разворачиваются и уходят. Мы получаем, кстати, бронзу за счет того, что... А за счет чего, кстати? Я не понял, почему мы бронзу получаем? У нас... мы в детстве что-то сделали такое, да? Те, кто на телегу подписан, знают, что я готовился к Нацубери, как это обычно бывает. Чтение статей, даже просмотр своих видосов, чтобы детали не упустить, так как я снимаю это спустя сколько месяцев после последней серии, которая вышла. Помните, марафон? Целый месяц выпуски выходили один за другим. Потом был небольшой перерывчик. Так вот, я просмотрел, но... Деталь вот эту сейчас не вспоминаю. Почему мы бронзу получаем автоматом? Наверняка что-то из детства. Психологи всегда говорят, что все можно отыскать в детстве. Я думаю, они про Sims. Одна из финальных задач позади. 1000 баллов удовлетворения. Вау. Слушай, это круто. И невероятное дружелюбие прекрасно впишется в Оливию, потому что, ну... Вы что, это же очень-очень крайне социальный человек. Мы ради тусовок и баров учебу бросили. А учеба была нашей, офигеть, какой важной соломинкой вообще-то. Ну, именно как путевка в жизнь. Ведь наше детство сложно назвать особенно богатым. И да, анекдоты про пингвинов вернулись. Черный купальник — это не черно-белый наряд, дорогая. Я устал притворяться, что это так. Нет, это не так. Переоденься в платье, пожалуйста, у нас вечеринка. И да, это 15-я вечеринка. Мы на волоске от выполнения жизненной цели. Будем легендой вечеринок. Почему некоторые приходят в купальниках? Алло, вот, хороший человек, как тебя зовут? Суккулент? Допустим, но нет, оскорблять мы не будем. За имена мы не притесняем людей. Мы притесняем только разработчиков, которые воткнули черно-белые действия. Я не знаю куда, и мне приходится шутить про пингвинов по кругу. Я так статус легенды вечеринок потеряю. С другой стороны, Оливию запомнят. Не уверен, что это то, как мы хотим запомниться, но забыть такое будет сложно. Оливия, пожалуйста, только не тот про евреев. Хотя подождите, тот про евреев даже не содержал в себе... Ничего про пингвинов. Это нечестно так. Вы не получили порцию анекдотов с пингвинами. Украинцы и пингвин... Да господи! И это один из самых залайканных. Нет, у меня есть настоящий. Пингвин и зебра приходят в фотоателье. Фотограф спрашивает, вам цветную делать? Нет, черно-белой будет достаточно. Да, и такого 2 часа. Никто не уйдет от анекдотов про пингвинов. Даже такая красотка. У нас, кстати, очень красивые подруги, должен сказать. Мы играем за женщину, так что надо держаться. Но, конечно, мне кажется, они очень выкупают эти шутки. Но
хотя бы делает вид. Спасибо. Эта игра меня вынуждает. Я бы с радостью поговорил про зебр или газеты. Или вот, например, вот, зебр нам подкинул. Наконец-то нас серьезно примут за сумасшедшую. Найс, я нашел про зебр в интересах. И про газеты здесь же. Вот, вам подсказки, чтобы вы не выглядели так же глупо, как я. Все это дает нам золото, а значит и выполненную жизненную цель есть. Мы легенда тусовок в этом прекрасном городе. Наверное, об этом мечтала Маша, когда отправляла нас учиться. Да, я так и вижу этот диалог. Дочь, отправляйся и туси там, как в последний раз. Мама, ты будешь мною гордиться. Только вот денег у нас не осталось, потому что мы устраивали вечеринок на весь свой бюджет. Дом не переделать, но нас хотя бы знают. Конечно, как любительницу анекдотов про пингвинов, но тем не менее. Внезапно много требуют от нас грядки. Серьезно, я каждый день за ними ухаживаю. Хотя, кажется, мы немного отклонились от курса. Я ведь заканчивал учебу, чтобы иметь возможность сосредоточиться на любимом роботостроении. Я именно поэтому ушел с универа, ведь его было там мало. И вместо этого у нас вечеринки, тусовки, легендарный движ. А по делу-то мы и не продвинулись. Такие мысли у Оливии в голове за день до днюхи. Наверное, стоит браться за голову, пригласить мать и использовать тот же самый диплом, который мы получили. Или в первую очередь привести себя в порядок. А то, ну, рассвет, а мы так себе себя чувствуем. Давай вернем свою оригинальную жизненную цель, которую нам нужно пройти в этом поколении. Это компьютерный гений. Приведемся в порядок, отоспимся впервые за неделю. И сосредоточимся на роботостроении. Дело в том, что еще счета просто принесли, а у нас нет денег, чтобы их оплачивать. Да, платить за дом нужно не только в момент покупки, но еще и когда ты его содержишь. Финальная микросхема, и мы наконец можем создавать своего бота-тусовщика. У нас нет деталей робота теперь. Мы их переработали в механизмы микросхем, что ли? Ничего, мы докупим. Судя по всему, на последние. Черт возьми, я надеюсь, что это стоит того. Пожалуйста, у нас осталось $200. Да, я создаю бота-тусовщика на $200. В смысле недостаточно средств? Он еще 1500 стоит. Господи! Вот он момент, когда Оливия понимает, что, наверное, что-то сделала не так. Но мы можем выбраться. У нас отличный задел. У нас есть дом свой собственный. У нас есть диплом в профессии, которая может приносить нам деньги. У нас есть знания, и мы все еще можем вернуться в универ. Правда, тогда придется учиться днем и работать вечером и ночью. Не очень понятно, когда жить. Но Оливия, хоть и грин, все-таки в ней течет кровь Берри. А это значит, что амбиции есть. Как-то мы обязательно справимся. Да? Большое спасибо людям, которые поддерживают канал больше всего. И да, клуб романтики. Первый сезон моей голливудской истории. Очень весело, очень здорово. Советую, пипец как.